Так, что у нас тут сегодня? Что у нас тут сегодня? Журнал «Мурзилка», 93-й год. Ежемесячный журнал для детей. А номер не написан, не записан. Елка. Елка, значит, что-то зимнее. Мне не сильно нравятся эти журналы «Мурзилка» уже после 90-х. Как-то так отрисованы так. Ну, конечно, свой тут стиль. Это сова вообще такая интересная. Медведь какой-то такой сюрреалистический вообще. Волк и кровожадная. Ну, опять же, это так мое мнение. В хорошем состоянии довольно-таки журнал. Так, дорогие читатели, ваш Мурзилка. Рождество. Стихотворение. Мышка с котиком дружит. Тертый калач. Приключения Васи Куролесова. Такой Вася колоритный, конечно, персонаж. Такие тут не сильно детские. Что-то у ворот, на которой было написано «Кармановский колхозный рынок», стояли женщины толстые, румяные. Тоже такого возраста такого детского, но более-менее зрелого. О, какой-то рынок такой прям. Парочка поросят. Ну да, ну не для дошкольного возраста явно эти тут рассказы. Пингвины. Тютчев. Весенние воды. Это я помню в школе такое вот учил когда-то. Федор Иванович Тютчев. Вот здесь вот, кстати, так нарисовано, вот как вот в таких вот журналах 80-х, 70-х, вот эти вот рисунки, вот в таком стиле. Мне вот такой вот больше нравится. Такой рисунок, такая как акварель такая прям. Весенняя гроза, вороны. Это тоже такой интересный. Такие эти, как какой-то как цветок, больше похоже деревья. Халфдан Расмуссен. Что-то скандинавское тут привнесли, походу. Картинная галерея Мурзилки. Матисс. Это так можно вырвать и прицепить как такой вот плакат на стену. «Семь чудес света». Кстати, в журналах 80-х годов, только не факт, что в Мурзилке, может быть, в веселых картинках были такие же тоже темы про вот эти чудеса света, я помню. Это когда еще я был маленький, мы выписывали такие журналы, и там вот я четко помню, вот эти вот были про Древнюю Грецию, про чудеса света какие-то были рассказы такие вот маленькие. Катапульта для обстрела. Интересно. Приключения Мурзилки. Это такие комиксы тут. Тут прям на службе Мурзилка такой. Прям как сейчас, можно подумать. Вот сейчас бы рисовали, наверное, Мурзилка бы точно где-то там бы с дроном бегал бы где-нибудь там. Или в канаве лежал бы. Или лежала бы то, что от него осталось бы. Дама такая, стиля Фрекенбок. Конец. Театр Мурзилки. Новогодняя сценка. Ну, так неплохо, в принципе. Интересно, я бы сказал бы даже, потому что поставить дома там. Выкройки Мурзилки. Детали Берита. Ну, не знаю, можно ли с этой выкройки что-то вообще такое сделать. Как-то слишком просто. О, такое стихотворение. Русалочка. Над водою палочка, а на ней русалочка. Половичок стирают, с кошечкой играют. Не знаю, это стих или загадка.
Киса. Здравствуй, киса, как дела? Что же ты от нас ушла? Не могу я с вами жить, хвостик негде положить. Ходите, зеваете, на хвостик наступаете. Вот это уж так интересно. Мурзилкины советы, это какие-то... Что-то тут про какое-то шитье. Старинная французская игра. Кроссворд. О, реклама пошла. Хотите иметь свой гороскоп? Ну да, 93-й год. Это вся экстрасенсы, гадалки, гороскоп. Тут разные еще, кстати, есть. 34 рубля, 43, 59. Могут прям составить гороскоп. Реклама лохотрона 3 годов. И тут какой-то комикс такой. Ну, такой комикс, честно говоря, я вот не понял, вот какой смысл в нем. Вот как Барик кашу варил. Ну, Барик, как понимаю, какие-то персонажи уже 90-х. Вот раньше я такого не припомню. И тут можно подумать, что это как какой-то рецепт примитивный для детей, которые могут что-то строительное приготовить. Но тут смысл немного в другом. Вот пришел котик. Очень просто готовить манную кашу. Наливаем молоко в кастрюлю, засыпаем крупу, добавляем соли. По вкусу добавим перец. Ну, как-то не слыхала про манную кашу и перец. Как-то так, не знаю. Я люблю много перца, но можно еще немножко. Раз-два и каша готова. Вкуснятина. Бе. Ну, вот эту часть так если закрыть, как бы, ну, понятно. А к чему перец там? Ну, можно туда еще там было сделать. Он плюнул туда, и потом такой... Все начали кушать так, а он начал смеяться. Не знаю, юморок такой себе как бы. Типа не сыпьте перец, но... А вдруг потом дети захотят что-нибудь там себе там отбивную пожарить. И будут думать, что перец это бе. Как-то так. Такое сомнительно, на мой взгляд. Так, ежемесячный журнал для Тимура Мурзилка. Подписывайтесь на мой канал. Будем просматривать журналы разные, старые, новые, мурзилки, картинки.